Сейчас теплый солнечный день, еду на предварительный осмотр предполагаемого аномального объекта. Он находится за городом, скажем так, он слегка подземный. Его историю я расскажу чуть позже, когда приеду на место. Так, значит, история этого места следующая. Здесь проходит трасса федеральная с одной стороны, с другой стороны находится завод. И вот здесь есть дорога, которая ведет к этому заводу. Вон там находится карман, вдали видно, стоят грузовики, и иногда туда заезжают дальнобойщики. И значит, история как раз рассказана именно водителем-дальнобойщиком, который вот здесь в кармане остановился, где-то вот здесь. Дело было ночью, значит, он свои там дела поделал с автомобилем. И увидел он здесь вот такую вот штуку. Значит, он увидел здесь какой-то проход вниз. Ему стало интересно, он решил туда сходить. Значит, взял фонарик и пошел смотреть. Входов здесь несколько. Вот этот завален. Сейчас мы сходим вот в соседний вход. Вот, значит, такой спуск под землю. Значит, что это такое? Здесь была железная дорога и возили людей на завод. И чтобы им не идти через дорогу, где автомобили ездят, они, значит, сделали подземный переход. Люди высаживались и по подземному переходу переходили дальше туда и уходили на завод. И вот сейчас мы спустимся в этот переход подземный, и я вам расскажу, что же там увидел вот этот дальнобойщик, который рассказал эту историю. Так, ну что ж, очень много мусора, здесь какие-то бутылки, все накидано. Вот люди возьмут из любого места, могут сделать помойку. Вот это уникальная способность людей взять и засвинячить все вокруг. Суть истории следующая. Значит, дальнобойщик, вот этот водитель, зашел сюда ночью с фонариком. Вот, и пошел прогуляться, посмотреть. Тоннель ему понравился, говорит, интересно, такой атмосферный советский тоннель, плитка наклеена. Вот он походил здесь и пошел обратно. И вот он дошел до вот этой лестницы, где он здесь спускался. И тут в свете фонаря он увидел тень. Он думает, что это нечто было живое. Такое у него впечатление создалось. Но он ног не видел, то есть никто там ногами не ходил. Он говорит, она тут перемещалась вот здесь, где-то так медленно так двигалась. Он на нее смотрел. Он хотел убежать, у него был страх, но, говорит, возникло какое-то оцепенение у него, ужас такой возник. И он просто встал, стоял, светил и смотрел. Дальше произошло следующее. Он услышал голос. Человеческая речь, разобрать он ее не мог. Он был уверен, что это исходило вот из этой фигуры. И здесь у него оцепенение спало, как только он, слух у него включился, оцепенение у него спало. И он сразу по вот этой лестнице, по которой он заходил, он туда выбежал. Все, я, говорит, сел в автомобиль, уехал на несколько там километров и остановился на другой стоянке. Вот это дело было ночью, поэтому я приеду сюда в полночь, к полуночи приеду, поставлю камеру, понаблюдаю, помониторю на предмет каких-то аномальных воздействий. А сейчас, пока день светло, нужно здесь пройтись, все осмотреть, чтобы ночью где-нибудь какую-нибудь арматуру тут не напороться. В общем, сейчас все осмотрю на предмет каких-то опасных мест и вечером приеду сюда работать. Ой-ой-ой, ну здесь я не знаю прям. Так, вот тоже лестница на выход. Вот. Ну вот это, конечно, ужас. Пусть будет стыдно, горько и обидно тем, кто это сделал. Хотя, наверное, у этих людей совести нет. Здесь довольно-таки прохладно. Еще и так сквознячок дует. О, плиточка уже отпадывает. Да, растут деревья, все заросло травой. Интересно, конечно, вот эти колеса. Ну, тоже эти дальнобойщики кидают. Вот здесь посередине туннеля идет канал. Сделан специальный канал. Он сделан для того, чтобы сюда стекала вода, которая во время дождя попадает в тоннель, либо при таянии снега. Откачивалась эта вода вот из этой комнаты. То есть здесь стояла небольшая насосная станция. Вот. Здесь видны отверстия в полу.
И там стояли насосы. Вообще вот эта комната, насосная станция вот этого тоннеля, она является своеобразной ловушкой. Потому что здесь, вон там внизу, я обнаружил несколько жертв. Вон там внизу я обнаружил черепа, кости собачьи. А вот здесь даже находится полусгнившее тело собаки. Вот она лежит. И вон там у нее голова. И там виден ошейник. Вообще, в этой ловушке, рядом вот с этими собаками, вполне мог находиться наш герой-дальнобойщик. Вот шел бы он здесь, допустим, провалился туда, не дай бог, в яму, ноги себе там поломал, и все, как бы он выбрался? Никак. А это минус второй этаж, возможно, здесь даже связь телефонная не берет, помощь уже не вызвать. Сюда, наверное, редко кто заходит. Вот, и все, остался бы человек здесь и постепенно умер бы от жажды. Поэтому, если бродите по каким-то объектам, незнакомым тем более, всегда смотрите под ноги, желательно не ходить одному, и желательно, чтобы кто-нибудь из друзей либо знакомых знал, где вы находитесь, чтобы на тот случай, если вы вдруг не вернетесь, не выйдете на связь, вам можно было организовать помощь и спасение. Вот, всегда следите за своей безопасностью. Так, ну что ж, предварительный осмотр объекта я закончил. Хорошо, что в комнате ловушки не обнаружил человеческих костей. Вот, поэтому приеду сюда ночью и буду мониторить ситуацию на предмет аномальных событий. Так, ну что ж, приехал, наступила ночь. Сейчас пойду, понаблюдаю, поставлю камеры и посмотрю, что в этом тоннеле делается ночью интересного. Так, вот так это выглядит ночью. Заход здесь недалеко. Трасса, вон машины ездят. Вот, ну что ж. Тишина, ладно. Сейчас я дойду до края. Вот сквозь вот это минное поле бутылок. Звук. Хрена себе, какой-то вертолет пролетел прям. Его уж в этом тоннеле слышно было. Так, ладно, я нахожусь здесь. На улице идет дождь. И слышны падения капель. Так как здесь очень замусорено и много пластиковых бутылок. Капли падают, и постоянно кажется, что со всех сторон происходит какое-то шуршание, шум, как будто кто-то ползает, ходит, шуршит. Вот. Но я сейчас дойду до одного края. Там, в общем, сейчас полностью пройду весь тоннель в этой темноте. Посмотрю, загляну за все углы. Потом поставлю камеру, схожу за камерой. Схожу за камерой и начну мониторить, ждать появления этих фигур. Хотя не знаю, может они сейчас появятся. Что, как вот сейчас бы они появились. И тогда мне бы не надо было ходить за камерой, за штативом. Да, на самом деле очень прям напряжно из-за вот этого дождя. Капли идут, и эти капли прям создают постоянно эффект
того, что кто-то ходит. Но это из-за этих капель, которые имитируют хождение, шуршание. Так, ну тоннель очень интересный. Ночью прям очень необычно идти, необычное ощущение. Достаточно жутко, особенно из-за дождя. Сейчас я смотрю комнату, вот эту насосную. Так, никого нет, тишина. Так, вот эта комната. Самое главное здесь не провалиться в один из люков. Ну, может быть, я, конечно, найду способ вылезти, какие-нибудь доски там валяются. Но я могу остаться здесь, как эти собаки, которые лежат там. Грубо говоря, вот эта комната, насосная станция, она стала склепом для нескольких собак. И вот сейчас они там сгнили, разложились, и вот они там находятся. Ну что ж, заглянуть сюда стоило. Весь тоннель я проверил, все чисто. Никого нет. Особенно мне было интересно вот эта комната с ловушкой. Вот с этими ловушками, значит, может быть, какая-нибудь еще бы собака здесь попалась, и пришлось бы ее спасать. Но здесь никого нет, тишина. Вот он тоннель. Пока что ничего не чувствую, не вижу, не слышу, кроме дождя. Сейчас поставлю камеру и начнем мониторить. Так, вот этот вертолет, который летал сверху, когда я был в тоннеле. Летательный аппарат, сделанный людьми. Но было бы интересно, если была летающая тарелка, которая приземлилась, и там в иллюминаторах смотрели бы зеленые лица инопланетян. Так, вот я поставил камеру, она будет снимать ту часть тоннеля, в которой водитель-дальнобойщик увидел призрачную фигуру. Сам же я пойду вон туда, выключу свет и немножко посижу в темноте и тоже буду наблюдать. Так, ну что ж, отошел я достаточно далеко. Значит, сейчас я здесь, наверное, присяду у стеночки вот так. Выключу фонарик и немножко посижу в темноте, понаблюдаю. Тени ходят. Тихо, 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 тихо. Вижу. Вот. Две тени ходят, лишь бы камера писала. Ходят, тень. Две тени ходят. Вижу две фигуры. Все, короче, надо выходить. Звуки какие-то. Так, камеру забирай. Так, где выход? Выход, лестница. Вот аккуратно. Так, машина.
Так, подведу итог сегодняшней ночи. Так, значит, сидел, мониторил, ждал. Появились фигуры. Да, камера основная, которая стояла на штативе, писала. Должна была записать. Пошел туда, вышел к ним. Но неожиданно фигуры исчезли, я никого не увидел. Стоял, ждал, и появился звук, как вот голос, что-то, фраза, что-то говорил. Надо будет посмотреть на камере, может записался звук, разобрать, может там какие-то, не знаю, смысл какой-то есть. Или что там это, или мне показалось, может быть вообще камера ничего не записала, может быть просто глюк, слуховая галлюцинация была. Вот, потом все, собрался уходить, потому что вот этот туннель, стены давят, ну, реально ощущение такое немножко напряжное. И, значит, к камере пошел, на камерный свет потух. Не знаю, что там случилось, может быть он сгорел, надо будет посмотреть. Вот, ладно, значит, все, надо собираться уезжать отсюда. Сейчас я домой приеду, посмотрю запись и уже там буду принимать решение, что делать дальше. Все.